Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами разберем стойкую минеральную тональную основу Giordani. Обсудим ее свойства, я покажу вам сводчи на руке и нанесение на лицо. Поехали! Стойкая тональная основа Giordani выпущена в 7 оттенках и предлагает создать нам совершенный и здоровый цвет лица. Имеет она веганский сертификат, о чем нам говорит инфографика на коробочке, и также солнцезащитный фильтр 20. Она не комедогенна и подходит для чувствительной кожи. Традиционная картонная черная коробка с золотистым нанесением текста, информации, инфографики. Это дизайн тональной основы, и внутри мы видим стеклянный флакон, который является, по сути, братом-близнецом стойкой минеральной основы. У них разный состав, но предположу, что новинка, она чуть более ухаживающая и будет впоследствии заменой классической версии стойкой минеральной основы роскошный атлас. Обещает нам роскошное мгновенно матовое покрытие, которое способствовать будет молодости кожи и клинически доказанную стойкость 24 часа. Формула для поддержки упругости, здоровья и молодости кожи одновременно обогащена укрепляющими кожу минеральным комплексом и защитной мультивитаминной технологией. В версии прошлой тональной основы говорилось, что это минералы сицилийского вулкана Этна. Здесь они остались в том же самом составе: цинк, медь, магний, железо и кремний, которые будут помогать поддерживать и укреплять кожный барьер. Минеральный комплекс обладает антиоксидантными свойствами, которые будут защищать кожу от вредных свободных радикалов и замедлять появление морщин. Также в составе мультивитаминная технология из 3 витаминов красоты: Е, Ф и провитамина В5. Витамин Е – это антиоксидант, который будет защищать кожу от признаков преждевременного старения и вредных свободных радикалов. Ф – незаменимая жирная линолевая кислота, которая будет питать кожу и помогать поддерживать кожный барьер. Ну а знаменитый провитамин В5 будет увлажнять, предотвращать сухость и также поддерживать защитный кожный барьер. На мой взгляд, формула отличная. Давайте посмотрим сводчи. 42-101 нейтральный ванильный. Самый светлый оттенок палитры. Это цвет с низкой насыщенностью и определенно один из самых популярных светлых нейтральных оттенков. Этот тон подойдет нейтральному светлому цвету лица, который сочетает в себе как холодный, так и теплый цвет кожи. Цвет флакона соответствует фотосводчу каталога. Я вижу, что цветопередача отличная. В этом, по крайней мере, оттенке. Фотосводч на руке выглядит более ярким, потому что он не растушеван. Вы можете смело останавливать свой выбор на этом оттенке, если вы девушка белокожая, а если у вас теплый подтон кожи, то этот оттенок как нейтральный тоже идеально вам подойдет. Смотрите, как хорошо тушуется этот тон, и очень ровно, без полос, растушевывается, быстро фиксируется, и мне кажется, что покрытие здесь средней плотности. 42-102 теплый фарфоровый, в стекле выглядит светлым оттенком. В сравнении с каталогом гораздо светлее, чем фотосводч каталога. В каталоге мы видим прямо темный подтон в картинке. На руке цвет выглядит очень ярким, с персиковым подтоном. И подойдет этот оттенок людям с самой светлой кожей, но теплым подтоном. То есть, если вы обладательница светлой кожи, но у вас теплый подтон, вам надо будет выбирать между нейтральным ванильным и теплым фарфоровым. Персиковый оттенок фарфорового цвета дополнит цвет вашей кожи и при этом не будет контрастировать. А нейтральный ванильный сделает ваш макияж и цвет кожи лица более светлым и ровным. Так как этот оттенок очень яркий, но позиционируется для светлокожих девушек, лучше смотреть его в тушевке. И вот вы видите, что в тушевке приобретает такой розоватый персиковый оттенок этот цвет, но при этом он остается светлым. То есть рассматривайте его обязательно, если вы светлокожая девушка, чуть-чуть загорели и вот со светлым подтоном у вас кожа лица.
42-103. Нейтральный мраморный. Давайте сразу сравним с нейтральным ванильным. Мы видим, что у ванильного оттенка чуть более выраженный теплый подтон, а у мраморного, посмотрите, какой корректирующий, ярко выраженный серый подтон присутствует. И даже в сравнении с каталогом вот эта вот серость оттенка бросается в глаза. В каталоге фото-сводч более теплый, более желтый, а в стекле мы видим, насколько он серый. Но когда мы наносим на руку, то вот эта теплота в нейтральном оттенке все-таки слегка проявляется, потому что это тональное средство, а не корректирующее. Но мы видим, что этот оттенок подойдет, скорее всего, девушкам с нейтральным цветом лица, но все равно уходящим в холодный. Такого тона следует избегать людям с оливковой кожей, так как он будет делать лицо пепельным. Мне кажется, что из всей палитры к холодным оттенкам можно отнести именно нейтральный мраморный. То есть если у вас светлый тон кожи, но уходящий в теплый подтон, вы смотрите на первых два оттенка. А если у вас более ярко выраженный холодный подтон кожи, то смотрите уже на нейтральный мраморный. И вы видите, что даже в тушевке он выглядит очень таким бледным, светлым, заявляет, на мой взгляд, о своей холодности. Ярко выраженный светлый оттенок. 42-104. Светлый бежевый, но в английском варианте Light Beige Natural, то есть это тон, который позиционируется как теплый, но ближе к нейтральному. Если мы сравним с теплым фарфоровым, то мы видим, что фарфоровый оттенок более персиковый, в нем больше розового, а в светлом бежевом действительно более нейтральный подтон. Подойдет теплому подтону кожи, но уже не светлому, а чуть-чуть потемнее. Считается, что если светлая кожа, то скорее всего она холодная, но это не так. Вы можете посмотреть вены на своем запястье. Если они кажутся у вас более синими или фиолетовыми, скорее всего у вас прохладный подтон кожи. Если выглядят более зелеными, скорее всего теплый. Если вы замечаете смесь и того и другого, скорее всего ваша кожа имеет нейтральный или оливковый подтон. Так вот, если вы обозначили себе, что у вас более теплый подтон кожи, то светлый бежевый оттенок вам подойдет. Обратите на него внимание. Но при этом, если ваша кожа имеет прохладный подтон, не покупайте теплые оттенки, они только будут усиливать естественное покраснение, а не скрывать их. Если мы сравним светлый беж с каталогом, то в каталоге этот оттенок выглядит опять более ярким, более темным, более рыжим, так же как и теплый фарфоровый мы сравнивали с каталогом. Но если мы смотрим уже сводч на руке, то он именно так и выглядит. Надо смотреть его обязательно в тушевке. В сравнении с картинкой каталога сводч на руке выглядит практически идентичным. Но вот давайте, когда мы его растушуем, то увидим, что это вот все-таки более теплый тон. Смотрите, но это еще не для смуглой девушки. То есть светлый беж подчеркнет красоту вашей кожи, если вы светлокожая девушка, но уже не бледно-фарфоровое лицо у вас. 42-105. Мягкий песочный, soft sand. Это теплый средний тон для людей с выраженным теплым оттенком кожи. По сравнению с каталогом он выглядит более розовым, чем предыдущий светло-бежевый оттенок. То есть мы можем говорить, что этот оттенок менее нейтральный, ярко выраженный персиково-розовый, и его надо выбирать исключительно людям с теплым оттенком кожи. Ни в коем случае не брать, если у вас кожа имеет прохладный подтон. В сводче на руке мы видим вот это золотисто-розовое направление, и даже по сравнению с флаконом обратите внимание, насколько более яркий этот сводч, но он становится ближе к фото-сводчу каталога. По цветопередаче мягкий песочный в каталоге вы видите, что здесь
преобладают и темные, и более светлые оттенки, сводч такой неровный на картинке, но все равно цветовая направленность, она такая же, как на сводче на руке. Если у вас, вот, например, как у меня, нейтральный оттенок кожи, то этот тон, он будет ложиться ярким пятном, он будет выделяться. Поэтому оставляем этот оттенок счастливым обладательницам, девушек, именно вот с таким розоватым, персиковым, может быть, оранжевым, желтоватым подтоном. Вот всем таким девушкам этот оттенок подойдет. Если мы сравним два мягких песочных в линейке минеральной основы, которую мы сегодня рассматриваем, и сияющей тональной основы с пипеткой, то видно, что минеральная гораздо светлее. Поэтому, когда вы будете выбирать, ориентируйтесь на то, что палитра немного разная. 42-106 слоновая кость. Натуральный средний оттенок. Английское название здесь также Light Ivory Natural. Говорит о том, что этот тон подойдет и девушкам с холодным подтоном, и с теплым подтоном, и с натуральным. Подойдет тем, у кого кожа светлая, но бледной ее не назовешь. То есть это такой средний оттенок. Я знаю, что слоновая кость, любимая многими, это мой тон, которым я крашусь, и тестировать я буду сегодня именно его. Если мы сравниваем с каталогом, то сводч выглядит гораздо ярче, темнее в каталоге. Обратите внимание, на самом деле оттенок гораздо более нейтральный. И когда мы наносим на руку, то тоже видим нейтральное направление. И сводч в каталоге также остается темнее в сравнении с сводчем на руке. И давайте же, так как это моя любимая тональная основа, сравним с стойкой минеральной основой. Я думаю, что данная коллекция является все-таки аналогом. Мы видим, что чуть-чуть теплее тон в новой основе по сравнению с предыдущей версией. Но, в принципе, это если сильно придираться. На самом деле оттенки очень похожи. И также у меня есть тональная основа, слоновая кость, флюид. И я нахожу ее все-таки самой нейтральной, самой корректирующей. Поэтому вот на основании вот этих трех стеклянных баночек вы можете сделать вывод о том, как выглядит слоновая кость в разных вариантах. В принципе, если вам понравится новая линейка, вы можете пользоваться слоновой костью, если вы привыкли к ней в других коллекциях. Но все равно имейте в виду, что вот, например, во флюиде сероватого подтона чуть побольше. Давайте растушуем. Видим, что несмотря на то, что оттенок нейтральный, но все-таки у него есть небольшая теплота, более ярко выраженная, чем вот в тех тональных основах, которые я вам до этого показывала. 42-107 естественный бежевый или Natural Beige. Несмотря на то, что присутствует вот эта приставка натуральный беж, все равно мы помним о том, что беж — это теплый оттенок, это самый темный тон для людей с теплым подтоном кожи, для загорелых девочек. В сравнении с каталогом в стекле выглядит практически идентично, может быть чуть-чуть светлее. В фото-сводче мы видим, насколько это яркий, темный, теплый оттенок. И по сравнению даже вот со стеклянной баночкой мы видим, что оттенок выглядит гораздо более темным на коже и соответствует абсолютно фото-сводчу каталога. Теперь интересный момент. Давайте мы сравним вот этот естественный бежевый с светлым бежевым из предыдущей сияющей коллекции и с темным бежевым. Вы видите, что он находится ровно посередине. Если вы, например, в сияющей коллекции не можете подобрать себе тон, потому что один оттенок светлее, другой темнее, обратите внимание на вот этот естественный бежевый. Это именно традиционный бежевый тон, не сильно темный, не сильно светлый, а является золотой серединой. В тушевке вы видите, что ложится ровно, без полос, но кожа должна быть темной, теплой и, как вариант, загорелой. Самый светлый тон палитры нейтральный ванильный 42-101.
Теплый фарфоровый 42-102 самый светлый теплый оттенок. Нейтральный мраморный 42-103 это нейтральный тон. 42-104 светлый бежевый. Это светлый теплый оттенок. 42-105 мягкий песочный. Имеет выраженный розоватый подтон по сравнению с другими цветами в палитре. 42-106 традиционная корректирующая натуральная слоновая кость. И 42-107 естественный бежевый цвет, который подойдет для темнокожих, загорелых людей с теплым подтоном кожи. Наносить на лицо я буду 42-106 слоновую кость. Это мой тон, который я традиционно выбираю во всех линейках, и поэтому мне очень интересно, как он сейчас поведет себя на лице. Отмечу, кстати, что в отличие от предыдущей версии стойкой минеральной тональной основы, крышечка имеет грани, как и весь запуск Giordani в этом сезоне. И еще эти крышки, они очень плотно подогнаны. Тональная основа имеет дозатор, и поэтому вам очень легко будет наносить ее на лицо. Итак, слоновая кость — это все-таки более нейтральный тон. Если вы, например, не можете определиться, теплая вам нужна основа, либо холодная, либо нейтральная, посмотрите на свои украшения. Если вы больше и чаще выбираете украшения в серебре, значит, вы тяготеете к холодному подтону и хотите подчеркнуть таким образом свою красоту. Если у вас больше в золоте украшений, то значит, вы ближе к теплому подтону. Если и то, и другое, как у меня, например, значит, у вас нейтральный тон кожи. Итак, проводим традиционно линию. Мне кажется, что у этой основы, смотрите, есть теплота, в отличие от такого же оттенка в других линейках, которые я вам показывала сейчас на сводчах. Но мне кажется, что тон должен адаптироваться к моему оттенку. У меня сейчас, естественно, нет никакого тона на лице, поэтому будем смотреть, как основа перекрывает. Плотность у нее средняя, ближе к плотной, то есть основа непрозрачная. Я вот сейчас уже вижу, как она плотно ложится на лицо и закрывает просто всю красноту, это точно, на лице, которое у меня есть. Поэтому, если у вас стоит задача перекрыть какие-то неровности цвета, то, на мой взгляд, тональная основа с этим отлично справится. И еще на сводчах я заметила, что она очень быстро фиксируется. Соответственно, макияж у вас будет стойкий. Ну, в принципе, стойка здесь заявлена 24 часа. И фиксация мгновенная на коже, даже вот при сводчах, она говорит о том, что стойкость здесь будет. При нанесении тональная основа как будто бы выравнивает и поверхность кожи. То есть, что касается покраснений, сразу же это видно, что все скрывается, но также и рельеф кожи становится более мягкий и выровненный. То есть она работает как своего рода фотофильтр. Но сейчас я все полностью нанесу на половину лица, и вы сможете оценить. Наслаивать я бы не рекомендовала, вот как я сейчас сделала эту основу, потому что она начинает полосить тогда и тянуться за кистью. То есть ее нужно небольшое количество. В принципе, этого количества вам хватит для того, чтобы выровнять тон кожи и создать эффект холености. Ну, вот сейчас я нанесла тон на лицо, и я вижу, что она все перекрыла, эта основа, она очень мягко легла. То есть все вот эти питательные, минеральные ингредиенты, витамины моя кожа ощущает. И это сразу чувствуется, когда ты наносишь просто основу, которая чуть-чуть корректирует тон, и когда ты наносишь вот такое вот еще и богатое ухаживающее средство. Вот здесь этот уход моя кожа прямо ощущает полностью. И я хочу нанести сейчас тон. Давайте посмотрим. Вот у меня кожа моя с нанесенной основой. Тон слоновая кость максимально хорошо адаптировался. Я вижу, что он прямо вот подстроился
под мой оттенок кожи. Помните, какая была яркая полоса? И сейчас вот я абсолютно не вижу никакой разницы в своей коже, даже если вот сравнивать с шеей. В принципе, адаптация, на мой взгляд, очень хорошая. И с этой стороны, смотрите, у меня тональной основы нет. То есть здесь еще какие-то неровности, они прослеживаются, неровность цвета, неровность кожи. С тональной основой лицо, конечно, выглядит гораздо более холеным. И сейчас я хочу нанести тон на вторую половину лица и чуть-чуть подождать, потому что я хочу увидеть этот мгновенный матовый эффект. Пока она еще не зафиксировалась, у нее есть небольшое сияние, а вот матовость давайте я нанесу и вернусь к вам где-то минут через 5-10 уже с зафиксированной основой. Итак, прошло где-то 10 минут после нанесения тона на лицо, и я сейчас рассматривала свою кожу и отмечаю, что тональная основа шикарно просто выравнивает рельеф кожи. Может быть, здесь какие-то светоотражающие частички, которые создают вот такой визуальный эффект максимально гладкой кожи, плюс, естественно, хорошее перекрытие цвета, покрытие среднее, ближе к плотному, то есть оно не прозрачное, абсолютно даже не полупрозрачная. И матовый эффект в полной мере я не вижу. Не могу сказать, что у этой основы прямо вот супер матовый финиш. Возможно, ее надо наносить поменьше, тогда мы получим как раз вот это матовое покрытие. Может быть, я сегодня нанесла чуть больше. Но, в принципе, финиш не сияющий, не блестящий. И я хочу сейчас припудрить кожу, чтобы мы могли с вами увидеть разницу между тональной основой в ее естественном виде и припудренной. Вот насколько этот финиш, ну, все равно вот когда я припудриваю, у меня получается лицо прям вот совсем матовое, видите? А без пудры все равно есть вот эти блики, хотя, возможно, это сейчас те самые модные сияющие тренды, но мы-то с вами проверяем на матовость, потому что тон заявлен как роскошное матовое покрытие. Нет, вот видите, с этой стороны действительно у меня сейчас супер бархатное матовое покрытие. Если вы хотите идеальную кожу, то тогда берете тональную основу и пудру Giordani, и вы добьетесь потрясающего результата холености, а без пудры у вас все равно будет небольшое сияние. Итак, что нам надо знать про эту основу? То, что это традиционная палитра из 7 оттенков. Здесь есть и нейтральные, и холодные оттенки, и теплые, и для загорелой кожи, и для светлокожих подойдет этот продукт. Также здесь отличная стойкость заявлена, SPF 20, защита от фотостарения и роскошное покрытие с шикарным просто ухаживающим составом. На мой взгляд, обновление удачное. Что вы думаете о новой коллекции? Я с удовольствием почитаю в комментариях. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой разбор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлета и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!